Комариные укусы не только вызывают неприятные ощущения, но также могут стать причиной заражения довольно серьезными заболеваниями и даже вызвать развитие грозных аллергических реакций. Сегодня мы с вами обсудим способы борьбы с последствиями комариных укусов, которые предлагает нам как традиционная, так и народная медицина. Здравствуйте, мои хорошие! Начиная этот разговор, следует оговориться. Конечно же, комары не кусают в прямом смысле этого слова. Они прокалывают кожный покров и сосут кровь. Однако русский язык в данном случае вполне позволяет и такое словосочетание, как укус. Не углубляясь далеко в дебри энтомологии, стоит отметить, что комары относятся к семейству двукрылых насекомых, которые включают в себя более 3000 видов особей, порядка 100 из которых обитает на территории нашей страны. Отличительной особенностью комаров является способность питаться кровью, используя ее для воспроизводства потомства. Позволяет это сделать ротовой аппарат колюще-сосущего типа. У самцов ротовая полость не так развита, как у самок, и не имеет колющего аппарата. Они питаются нектаром и соком растений. Напившись крови, самка прячется в укромном месте, где несколько дней переваривает эту порцию крови. В то же время в ее организме происходит созревание будущего потомства. По прошествии нескольких дней самка ищет водоем, где и откладывает от 1 до нескольких сотен яиц. При благоприятных условиях, если ей улыбнется удача и она вновь напьется крови, этот процесс может повториться. Сам укус, как правило, происходит безболезненно, но обычно человек испытывает неприятные ощущения, похожие на укол. Насекомое выбирает участки с нежной кожей и близко расположенными кровеносными сосудами. Прокалывает кожу и стенку капилляра хоботком и впрыскивает слюну, содержащую антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. Именно слюна комара вызывает зуд, отек, покраснение в месте укуса, а в редких случаях даже тяжелую аллергическую реакцию, а также служит жидкой средой, через которую происходит передача инфекций. В России зарегистрировано всего 3 заболевания, которые передаются с укусом комара. А вот в странах тропического пояса их насчитывается уже порядка нескольких десятков. Сюда можно отнести страны Карибского бассейна, Центральной Америки, Юго-Центральной Азии и большинство африканских стран. К наиболее опасным заболеваниям, которые передают комары, относят малярию, дирофилариоз, желтую лихорадку, лихорадку ДНГ, лихорадку западного Нила, вирус чикунгунья, восточный конский энцефалит, лимфатический филариатоз, туляремию. Существует предположение, что 70% случаев заболеваний гриппом в летний период вызвано вирусом японского или комариного энцефалита, который передается человеку с укусами комаров, ранее полакомившихся кровью диких животных или птиц. Ученые выделили некоторые особенности, благодаря которым комары выбирают себе жертву. В первую очередь самок комара привлекает тепло и движение. Помимо этого, повышенная концентрация стероидов или холестерина на поверхности кожи, наличие избыточного количества определенных кислот в организме, например, мочевой кислоты, повышенная потливость, выдыхание большого количества углекислого газа, группа крови – все это предрасполагающие факторы, потенциально привлекающие комаров. Большинство людей укус комара переносит спокойно. Незначительный зуд и красноватое пятно размером не более 2-4 мм – все, чем им запоминается тесный контакт с этими кровососущими насекомыми. Однако существует группа людей, преимущественно дети маленького возраста, которые плохо переносят комариные укусы из-за возникновения острой аллергической реакции после контакта с антикоагулянтами, присутствующими в слюне комара. К счастью, в подавляющем большинстве случаев основной симптом, доставляющий дискомфорт после укуса комара, это все-таки чувство зуда, избавиться от которого можно, выполняя следующие несложные правила. Во-первых, следует ополоснуть место укуса водой с мылом. Во-вторых, приложите к укушенному месту лед или холодный компресс. Для снятия сильного зуда поврежденный участок кожи следует смазать специальными мазями или спреями, продающимися в аптеках. К наиболее эффективным препаратам от зуда после укуса комаров относят бальзам-звездочку, псилобальзам, фенистилгель,
суспензия циндол, мазь спасатель. Лечение комариных укусов в наиболее нежных и болезненных частях лица, глаза или губы, производят так. Глаз промывается холодной чистой водой, после чего в него закапывают антибактериальные капли, например, альбуцит. К губе для уменьшения зуда прикладывают лед. Народная медицина также богата средствами, облегчающими симптомы укусов комаров. Наиболее доступные из них, имеющиеся на каждой кухне, пищевая сода. Половину чайной ложки соды растворяют в 200 мл воды, либо делают густую кашицу из соды с водой и прикладывают к пораженным местам. Снять зуд также могут помочь приложенные к местам укусов листья мяты, черемухи, подорожника, петрушки, разрезанная пополам долька чеснока. Не менее популярно использование лукового сока, а именно смазывание раны разрезанной луковицей. Снизить симптоматику может смачивание пораженных мест соком алоэ, лимона, календулы или одуванчика. Для детской кожи обычные методы обрабатывания поврежденных мест могут не подойти, особенно если ребенок совсем маленький. Чем меньше возраст, тем больше риск появления аллергии и раздражения. Промойте место укуса с детским или хозяйственным мылом, после чего, чтобы снять отек, приложите смоченную в холодной воде ткань. Самым безобидным средством в этом случае является перекись водорода, которая обязательно должна быть в любой домашней аптечке. Перекись водорода прекрасно продезинфицирует места укуса, обезопасит от бактерий и вряд ли вызовет аллергические реакции. Для лечения малышей до 1 года хорошо подходит детская мазь на растительной основе Бора Плюс. В случае, если комариный укус вызвал резкое повышение температуры тела до 38 градусов и больше, нестерпимый зуд, сильные головные боли, головокружение, озноб, приступы удушья, тошноту и рвоту, судороги, резкое падение кровяного давления, без промедлений примите внутрь любой антигистаминный препарат, например, супрастин или диазолин, и обратитесь к своему лечащему врачу или вызовите бригаду скорой помощи. А вот что категорически нельзя делать при комарином укусе, так это чесать, давить или прокалывать его, дабы не занести в организм инфекцию. Лучшим средством защиты от укусов комаров для детей и взрослых является профилактика. Чтобы оградиться от комариных укусов, отправляясь на природу, отдавайте предпочтение одежде с плотно прилегающими манжетами и активно используйте репелленты. Не пренебрегайте противомоскитными сетками, как во время походов, так и дома, установив их на форточки и окна. В помещениях для борьбы с комарами используйте электрофумигаторы. Также неплохо в домашних условиях себя зарекомендовали ультразвуковые приборы, которые генерируют однотонные ультразвуковые сигналы, вызывающие весьма неприятные ощущения у комаров, тем самым отпугивая их. Что особенно важно, данные приборы совершенно безопасны для детей. Оградить от комариной агрессии могут и дары природы. Здесь речь идет о растениях, запах которых в той или иной степени не переносят комары. Валериана, гвоздика, анис, эвкалипт, кедр, дым от чуть просушенной хвои можжевельника, шишек, ели и сосны – все это натуральные средства, способные отпугнуть кровососов. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!